Всем привет, с вами Анатолий и вы на канале T-Stone. Сегодня мы погрузимся в увлекательный мир драгоценных камней и отправимся в путешествие сквозь историю и удивительные факты о корундах. Корунды — это не просто красивые камни, это настоящие жемчужины природы с удивительными характеристиками и уникальными свойствами. Давайте вместе узнаем о их особенностях, истории и факты. И как всегда в начале, попрошу вас подписаться на мой канал и поставить лайк этому видео, чтобы его увидело как можно больше людей. И не забывайте делиться им с друзьями. Приятного просмотра! Корунды — это кристаллические оксиды алюминия с химической формулой такой, обладающие уникальными физическими характеристиками. Они занимают второе место после алмазов по твердости на шкале Мооса. У них твердость 9, что делает их идеальными для использования в абразивных материалах. Однако, наиболее удивительной особенностью корундов является разнообразие их цветовой гаммы. Красные корунды называются рубинами, а камни всех остальных цветов и не только синие называются сапфирами. Рубины получают свой красный цвет благодаря примесям хрома, в то время как сапфиры, именно синие корунды, окрашены титаном и железом. Желтые сапфиры содержат примеси железа, а прозрачные сапфиры, также известные как лейкосапфиры, лишены окраски, в них очень мало примесей других элементов. Разнообразие цветов и уникальные химические примеси делают корунды не только ценными, но и захватывающими с точки зрения химии и геологии, вдохновляя ювелиров и коллекционеров по всему миру. Поскольку тема корундов достаточно обширна и есть что рассказать про каждый из них, то начнем мы с самого известного и популярного – рубина. Рубин считается одним из самых драгоценных камней с давних времен. Его название происходит от латинского слова рубер – рубеус – красный. В древности его называли кровью земли и связывали с огнем и страстью. Он также был символом любви. Другие названия рубина – красный яхонт, восточный рубин, карбункул. По отношению к этому минералу применяют самые возвышенные эпитеты. Его называют королевским, царем драгоценных камней, вождем самоцветов. Первые упоминания о нем появились в 2300 году до нашей эры в индийских текстах. Из содержания письмен видно, что красный минерал считался мощным талисманом, способным дать надежную защиту даже в окружении врагов. В древности индийцы были настолько уверены в магической силе кристалла, что даже боялись продавать его иностранцам. В индуизме рубин считался королем драгоценных камней. Во все времена рубины были частью королевских регалий и ценностями монархов. Перстни, кулоны или серьги с рубинами могли позволить себе только богатые люди. Знать, дворцовые вельможи, духовенство. Камнем украшали ювелирные изделия, короны, одежду, религиозные атрибуты, а также книги и бытовые предметы. Под определение рубин вплоть до 19 века попадали другие минералы красных оттенков. И только с появлением рефрактометра ученые смогли найти отличия в составе и структуре материалов. Поэтому неудивительно, что многие исторические рубины оказались красными разновидностями менее ценных минералов. Часто с рубином путали красную шпинель. Например, шапка Мономаха инкрустирована не только рубинами, но и этой самой шпинелью. Рубин имеет разные оттенки красного цвета, от розового до темно-бордового. Самый ценный оттенок называется голубая кровь и имеет насыщенный красный цвет с легким синеватым отливом. Рубин может иметь эффект астеризма, когда на поверхности камня видна шестиконечная звезда. Такие рубины называются звездочатыми и обрабатывают в виде кабошона. Рубин традиционно считается одним из камней Востока. Месторождения рубина преимущественно расположены в этом регионе. Самые красивые и качественные рубины добываются в Мьянме, Таиланде, Шри-Ланке, Афганистане и Таджикистане. Самые уникальные и большие камни были добыты в Мьянме, возле Магока. В природе крупные рубины встречаются нечасто, и в отличие от алмаза считается большой редкостью даже рубины массой в 30 карат. Известных рубинов достаточно много, потому что это действительно красивый и уникальный камень. Самые знаменитые камни хранятся во многих музеях мира, а также в частных коллекциях. Самый крупный рубин весом 1,7 кг добыли в 50-х годах в Восточной Африке. Из-за низкой ювелирной ценности из него решили вырезать колокол свободы, один из символов американской борьбы за независимость от Великобритании. Скульптуру также украсили 50 бриллиантами по количеству американских штатов. В 2011 году колокол был украден, и на данный момент его местонахождение неизвестно. В Британском музее естественной истории в Лондоне находится один из самых известных рубинов – рубин Черного принца или рубин Эдварда, который весит 167 карат и имеет размер 3,5 на 3 см. Этот минерал был найден в Мьянме в 1887 году и был подарен королю Англии Эдварду VII в 1907 году. Камень украшает императорскую корону, которая хранится в лондонском Тауэре. Но на самом деле это не рубин. Этот минерал называется красная шпинель и был по ошибке причислен к рубинам.
Ставь лайк, если не знал. А если хотите узнать историю этого камня подробнее, напишите в комментариях. Еще один знаменитый рубин украшает корону святого Вацлава, которая хранится в Пражском кафедральном соборе. Это рубин неправильной формы, размером примерно 4 на 3,5 см и массой около 250 карат. А звездчатый рубин глубокого вишневого цвета, обработанный в виде овального кабошона размером примерно 3 на 2,5 на 2 см и массой 136,72 карата, найденный на Шри-Ланке, хранится в Смитсоновском институте в Вашингтоне и по имени дарителя назван Россер Ривз. Рубин Sunrise, восход солнца, это не только самый дорогой рубин в мире, но и самый дорогой цветной драгоценный камень в мире. Весом 25,59 карат этот рубин может и не самый крупный в мире, но его цвет и огранка бесподобны. Рубин «Восход солнца» был установлен Cartier в кольцо вместе с двумя бриллиантами общим весом 5 карат и продан на аукционе за рекордные почти 30,5 миллионов долларов. Одним из самых уникальных и красивых рубинов является звездный рубин Делонг. Впервые обнаружен в Бирме в 1930-х годах. Этот рубин весом 100,32 карата в конечном итоге был передан в дар Американскому музею естественной истории в 1937 году. Он стал знаменитым дополнением к музею, как из-за своих невероятных размеров, так и из-за шестилучевого звездного узора, который он демонстрировал. Из украшений одной из самых известных является бирманская рубиновая тиара, принадлежавшая королеве Елизавете. Тиара создана по заказу королевы в 1973 году. Состоит из 96 рубинов, которые изначально были вставлены в ожерелье, подаренное ей народом Бирмы. А датский рубиновый гарнитур восхищает своей красотой и богатой историей. В 1804 году королева Швеции Дезире Клари надела его на коронацию Наполеона Бонапарта. Позже тиара из этого гарнитура переходила от кронпринцессы к кронпринцессе по наследству. Сегодня рубиновое украшение принадлежит датской кронпринцессе Мэри. В мире существуют и другие известные рубины, но, к сожалению, как я уже упоминал, они зачастую хранятся в частных коллекциях. И фото-видео этих камней я не смогу вам показать, просто их нет в общем доступе. В эзотерике рубин считается камнем, обладающим сильными энергетическими свойствами. Его считают камнем страсти и жизненной энергии. Минерал часто связывают с духовностью и просветлением. Он помогает обрести баланс между физическим и духовным миром, что способствует личностному росту и просветлению. Камень подходит овнам, львам, скорпионам, стрельцам. Однако стоит отметить, что драгоценные камни могут иметь особые значения и для других знаков зодиака, в зависимости от индивидуальной характеристики и потребностей каждого человека. Выбор камня, в том числе рубина, может быть индивидуальным, и важно прислушиваться к собственным чувствам и потребностям при выборе украшения с определенным минералом. Как вы видите, рубины – это не только красивые и ценные камни, но и свидетели многих исторических событий и личностей. Я постарался показать вам всю необычность и многогранность этого минерала. Надеюсь, вам понравился этот ролик и вы узнали много нового про корунд и его разновидность рубин. Делитесь своим мнением в комментариях и не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Спасибо за просмотр, с вами был Анатолий, всем пока.